течение нескольких недель мировой музыкальный мир гудел от шепота о Тэхёне и HYBE. Тихие слухи, тонкие намеки, загадочная активность со стороны сотрудников и внезапные изменения во внутреннем расписании HYBE. Фанаты чувствовали, что что-то грядет, но никто не мог предсказать масштаба откровения, которое потрясет индустрию и лишит Чонгука дара речи. В штаб-квартире HYBE царила напряженная атмосфера. Руководители быстро перемещались по стеклянным коридорам. Усилилась охрана. Конфиденциальные документы передавались из рук в руки с серьезными выражениями лиц. Мир пока ничего не знал, и тут наступил момент, который все изменил. Предполагалось, что это будет обычный брифинг для прессы. По крайней мере, так думали все. Крупные телеканалы подключились по всему миру. Фанаты открыли прямые трансляции из всех часовых поясов, ожидая небольших новостей о расписании или партнерстве с брендами. Но тон изменился в ту же секунду, как представитель HYBE вышел на сцену, держа запечатанный черный конверт, нечто, что HYBE использовала только для монументальных объявлений. Онлайн-чаты мгновенно взорвались. «Погодите, зачем черный конверт? Стоп, это выглядит серьезно. Если это о Тэхёне, я буду кричать». Чонгук, наблюдавший из частной комнаты в здании HYBE, подался вперед на стуле. Ему сказали, что будут важные новости, но даже он не знал деталей. Его сердце начало биться быстрее. Представитель прочистил горло. «Сегодня мы имеем честь объявить о важном событии, касающемся Ким Тэхёна». Глаза Чонгука расширились. В комнате воцарилась тишина. Фанаты по всему миру почти не дышали. Представитель продолжил, ровным голосом и с нечитаемым выражением лица. «С большой гордостью мы объявляем об эксклюзивном глобальном творческом партнерстве Тэхёна и создании независимого подразделения в рамках HYBE, что дают ему полную творческую автономию и международные полномочия в области производства». Прямая трансляция зависла на секунду, не из-за технической ошибки, а потому что миллионы зрителей сидели ошеломленны, пальцы замерли над экранами, не в силах отреагировать. Чонгук медленно моргнул, осмысливая. Полный творческий контроль, независимое подразделение, глобальное партнерство. Это был не просто сольный проект, это была революция. В сознании Чонгука стук его сердца отдавался в ушах. Тэхён всегда мечтал дерзко. Он много ночей говорил о том, чтобы попробовать новые артистические направления, исследовать визуальные фильмы, джаз, альтернативные жанры, классическую инструментальную музыку, глобальное сотрудничество. Но Чонгук никогда не ожидал, что HYBE предоставит Тэхёну такую беспрецедентную власть. Только самые легендарные артисты в мире получали такой уровень полномочий. «Тэхён, он сделал это», – прошептал Чонгук про себя. Смесь гордости, шока и благоговения захлестнула его. Его рука слегка дрожала, он не мог твердо держать стакан с водой. Он не завидовал, он был потрясен и глубоко взволнован. Тут завибрировал его телефон. Сообщение от Тэхёна. «Хион сказал тебе слишком поздно, да?» Чонгук уставился на экран, отвисшая челюсть, прежде чем разразиться задыхающимся смехом полным как неверия, так и счастья. Задолго до того, как мир узнал, до того, как камеры запечатлели его эмоции и до того, как миллионы людей начали ежедневно скандировать его имя, Тэхён уже начал прокладывать молчаливый путь, который в конечном итоге должен был переписать правила индустрии. Его смелое заявление не родилось в одну ночь. Это был результат тихих мечт, секретных встреч и видения настолько смелого, что даже самые близкие были в благоговении. В течение месяцев, пока фанаты думали, что Тэхён просто отдыхает, путешествует, рисует, посещает джаз-бары, посещает галереи, он фактически создавал план чего-то гораздо большего, личной художественной империи. Знали лишь несколько человек, даже участники, включая Чонгука, лишь догадывались об этом по частям. Ночные сообщения о мелодиях, внезапный глубокий интерес Тэхёна к кинематографу, то, как он молча смотрел на городские огни, словно они были историями, которые мог услышать только он. Невидимая подготовка. Тэхён всегда был больше, чем просто айдолом. Он был художником, мечтателем, который жил в слоях звука и цвета, но впервые он хотел получить пространство, где его воображение не было бы отфильтровано, урезано или вписано в заранее разработанные паттерны. И он работал в тишине. Частные джазовые сессии в скрытых студиях в Париже, секретные киномастерские в Токио, встречи с глобальными креативными директорами в Нью-Йорке,
разговоры с классическими композиторами и соул-певцами. Фанаты видели фотографии. Они видели красивого человека, который путешествует, улыбается, живет свободно. Они не видели блокнотов, которые он заполнял, аудиофайлов, которые он тихо записывал в гостевых номерах, ночей, когда он не спал до рассвета, в наушниках записывая и переписывая мелодии, которые звучали как шепот из другой вселенной. Ему не нужна была команда, ему нужен был мир, его мир. Реакция Hype. Сначала руководители Hype были ошеломлены. Ни один айдол никогда не обращался к ним с такой полностью сформированным видением. Это была не просьба, это было предложение. Детальное, стратегическое, художественное и бесстрашное. Тэхён не сказал «я хочу попробовать это». Он сказал «вот куда я иду. Я надеюсь, вы пойдете со мной». Не высокомерие, а уверенность. Они увидели в его глазах будущее. Они знали, если они его не поддержат, это сделает кто-то другой. Поэтому они сделали то, чего никто не ожидал. Они дали ему ключи. Новое подразделение, творческая свобода, глобальное полномочие. Они не просто поддерживали его, они доверяли ему. Замешательство и восхищение Чонгука. В течение этих месяцев Чонгук замечал изменения. Иногда он заходил в студию и находил Тэхёна сидящим в одиночестве в темноте, в наушниках, смотрящим в никуда, но погруженным куда-то очень глубоко. Иногда Тэхён отменял игровые вечера, тихо говоря: «В следующий раз, Куки, я планирую что-то большое». Чонгук не настаивал, но любопытство его грызло. Он знал, что Тэхён в последнее время изменился, сосредоточенный, отстраненный, не эмоционально, а ментально, словно его мысли жили в недосягаемой галактике. Однажды ночью Чонгук мельком увидел. Тэхён что-то записывал в кожаный блокнот, когда Чонгук вошел. Прежде чем Чонгук смог что-либо прочитать, Тэхён осторожно закрыл его и улыбнулся той мягкой загадочной улыбкой, которая появлялась у него, когда он оберегал мечту. «Скоро увидишь», — сказал он Чонгуку. Чонгук кивнул, доверяя ему даже без понимания. В этом была их связь. Момент осознания Чонгука. Теперь, после объявления Hype, все стало ясно. Поздние звонки, тихие поездки, загадочные встречи, блокнот, заполненный секретами. Чонгук был шокирован не потому, что сомневался в Тэхёне. Он был шокирован, потому что мечта Тэхёна оказалась больше, чем кто-либо мог себе представить. И он почувствовал внезапный прилив гордости, раздувающийся в его груди. Слишком сильный, чтобы скрывать, слишком чистый, чтобы сомневаться. Он не просто наблюдал за тем, как творится история. Он наблюдал, как Тэхён становится легендой, которой ему суждено было стать. В тот момент, когда пресс-конференция закончилась, здание наполнилось движением. Руководители пожимали друг другу руки, сотрудники бежали готовить пресс-релизы, телефоны звонили непрестанно, но Чонгук ничего этого не слышал. Он уже шел по коридору длинными решительными шагами. Каждый шаг отдавался эхом по полированным полам Hype. Его сердце колотилось в груди, но не от паники, а от всепоглощающей смеси гордости, неверия и эмоций, которые грозили выплеснуться наружу. Он дошел до личной комнаты ожидания Тэхёна, остановился, перевел дыхание, затем один раз постучал и толкнул дверь. Внутри Тэхён сидел один, откинувшись на диване с закрытыми глазами, словно осмысливая тяжесть мира, в который он только что вступил. Его телефон безостановочно вибрировал рядом, сообщения от представителей индустрии, коллег-артистов, продюсеров, руководителей, поздравления, похвалы, приветствие его в кругу мировой творческой элиты. Он не поднял глаз, пока не почувствовал чьего-то присутствия. Затем его глаза открылись, медленные, темно-карие, сияющие тихим огнем, который несли только настоящие мечтатели. Чонгук стоял там, затаив дыхание. На мгновение оба молчали. Воздух был густым, почти священным, словно момент, подвешенный во времени между прошлым и будущим, юностью и зрелостью, дружбой и наследием. Наконец Чонгук выдохнул. «Ты реально это сделал!» Тэхён улыбнулся, мягко и почти застенчиво. Такой контраст с тем, что он только что объявил, потрясшим мир. «Я же говорил тебе», — мягко ответил он. «Увидишь, когда будет готово». Эмоции переполняют. Чонгук медленно подошел, все еще ошеломленный. «Я знал, что ты планируешь что-то большое, но это...» Его голос слегка дрогнул. «Ты не сказал мне, что это будет так масштабно?» Тэхён слегка пожал плечами, но глаза были полны эмоций. «Я не хотел никому говорить, до тех пор, пока не смогу доказать это, пока это не станет реальностью». Грудь Чонгука сжалась. Он слишком хорошо понимал это чувство. Желание сначала добиться успеха, желание показать миру, а не просто обещать, это было сердце художника и перфекциониста, человека, который верит в действия, а не в слова. Он тяжело сглотнул. «Ты должен был мне сказать».
Взгляд Тэхьона смягчился. «Я не хотел оказывать на тебя давление или заставлять тебя чувствовать, что тебе нужно меня догонять. У тебя тоже свой путь, Куки». Вот оно. Правда, обернутая в нежность. Не конкуренция, не секретность из-за отстраненности, а защита. Любовь в тихой форме. Молчание, которое говорило красноречивее слов. В комнате воцарилась тишина, но она не была неловкой. Эта тишина была полной, отягощенной гордостью, восхищением, благодарностью и невысказанными обещаниями между двумя людьми, выросшими вместе в самом ярком свете на земле. Годы репетиций, годы ночных слез и смеха, годы общих мечтаний, общих страхов, общих побед. Горло Чонгука сжалось. Он быстро моргнул, стараясь не показать, какими блестящими стали его глаза. Затем он засмеялся, задыхающимся эмоциональным смехом. Когда ты сказал, что работаешь над чем-то, я подумал, может быть, джазовый EP или какой-то кинопроект. Тэхьон дразняще наклонил голову. И это тоже. Чонгук замер. Что? Тэхьон невинно ухмыльнулся. Я еще не закончил. Капля шока. Затем Чонгук просто уставился на него, снова лишившись дара речи. «Ты сумасшедший!» Это прозвучало как полусмех, полувсхлип. Тэхьон лишь шире улыбнулся, глаза его сощурились. «Может быть. Но ты всегда верил в меня первым». И вот тогда Чонгук потерял самообладание. Он опустил голову, голос едва слышен. «Да», — сказал он, — «всегда». Момент истины. Тэхьон наклонился вперед, оперевшись локтями на колени. «Теперь твоя очередь, Куки. Твой путь не будет похож на мой и не должен. Тебе не суждено следовать за мной. Тебе суждено построить свой собственный мир». Чонгук уставился на него, по-настоящему видя не просто участника, с которым он тренировался, не просто друга, с которым он разделил юность, а провидца, которым стал Тэхьон. И что-то внутри него загорелось. Искра, голод, решимость, возможно, даже зов судьбы. «Я догоню», — прошептал он. Тэхьон мягко усмехнулся. «Я никуда не убегаю». Чонгук поднял глаза, его голос теперь был тверд и уверен. «Я знаю, но я хочу стоять рядом с тобой, а не позади». Это глубоко тронуло Тэхьона. Его выражение лица смягчилось, он был растроган. «Ты уже стоишь». Новости распространяются быстро в цифровую эпоху. Секунд достаточно, чтобы потрясти континенты, разбудить города, превратить обычные будни в историю. Но объявление Тэхьона не просто распространилось быстро, оно взорвалось. В течение нескольких минут крупные развлекательные сети остановили обычные трансляции. Бизнес-аналитики переключились на экстренные комментарии. Мировые продюсеры публиковали загадочные реакции. Музыкальные форумы рухнули под тяжелым трафиком. Люди не просто говорили, они становились свидетелями сдвига парадигмы. Музыкальная индустрия видела громкие объявления, смелые проекты, легендарные таланты. Но такой шаг, крупный развлекательный гигант, предоставляющий одному из своих артистов творческие полномочия для создания собственной художественной империи под своей крышей, беспрецедентный, немыслимый, незабываемый. Акции «Хайп» росли в режиме реального времени, поднимаясь быстрее, чем аналитики успевали комментировать. Генеральные директора музыкальных компаний от Лос-Анджелеса до Лондона обменивались лихорадочными сообщениями. Корейские инсайдеры индустрии начали анализировать последствия с серьезностью геополитических изменений. «Это не сольная карьера», — отметил один комментатор. «Это рождение центра концерна». Цунами в социальных сетях. Фанаты не просто праздновали, они взорвались. Твиттер, Инстаграм, Вейбо, ТикТок. Каждый уголок цифрового пространства засветился, как глобальный фейерверк. Клипы с Тэхьоном с пресс-конференции мгновенно разошлись. Его тонкая улыбка, спокойствие в глазах, тихая сила в осанке. Кадр с ошеломленной реакцией Чонгука за кулисами. Комментарии фанатов заполнили ленты. Тэхьон не просто артист, он движение. Лицо Чонгука, когда объявили. История творится прямо перед нами. Студенты-искусствоведы обсуждали его влияние на современную эстетику медиа. Музыканты хвалили его смелость, бросающую вызов жанрам. Кинематографисты публиковали разборы его стиля кадрирования в прошлых проектах.
теперь видя намеки, которые они упустили ранее. Это был ажиотаж, это было признание. Статьи, заголовки и глобальные комментарии. В течение нескольких часов заголовки пестрели на разных языках. Эволюция кей-поп. Тэхён занимает место творческой власти. Хайп поддерживает визионера с беспрецедентной автономией. Шок индустрии. Тэхён заключает глобальную творческую сделку. Музыкальные ученые сравнивали его путь с легендарными новаторами: Принцем, восстанавливающим творческий контроль, Боуи, переопределяющим художественную идентичность, Канье, создающим независимые творческие платформы. Однако ни один пример не подходил идеально. Путь Тэхёна был поистине уникальным, укорененным в современной корейской культуре, глобальном влиянии и глубоко личной художественной аутентичности. И мир это знал. Буря в штаб-квартире Hype. Тем временем внутри Hype энергия была электрической. Телефоны вибрировали безостановочно. Руководители быстро двигались по коридорам, молодые сотрудники взволнованно перешептывались, тайно записывая реакции до своих личных групповых чатов. И где-то в здании за закрытой дверью все еще витала тихая буря эмоций. Два молодых человека, которые когда-то делили рамен в общежитии, теперь стояли на краю мира.